Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я буду строить зенитный комплекс. Это Тор М2. Это модель в 35 масштабе от звезды. Это довольно крупная модель, и во время сборки я хочу попробовать использовать фототравление. И в этом видео, я надеюсь, вы в комментариях напишите, насколько фототравление улучшает эту модель, а насколько нет. Итак, поехали. Передо мной коробка с ракетно-зенитным комплексом Тор М2. Его отличает довольно большие размеры, гусеничная ходовая часть. Внешне он чем-то напоминает какой-то БТР, а сверху у него ракетные установки и довольно много разных локаторов. Довольно примечательная машина. И как все современные ракетные комплексы, действительно имеет довольно большие габариты. На обратной стороне у нас собранная модель. И тут вы можете обратить внимание, что опционально можно сделать эту модель в боевом положении, а также в походном, когда все локаторы сложены. Зеленый цвет, автор постарался. Кстати, довольно крупная, потому что будет почти 26 сантиметров модель. И, кстати, если вы вдруг потеряли инструкцию, то вы всегда можете перейти по QR-коду и на сайте звезды найти инструкцию, схему окраски и также, в принципе, описание этого набора. А внутри у нас два пакета с деталями. И они, кстати, довольно им свободные в этой коробке, что странно. Так, детали сделаны из серого пластика, их тут довольно много. Гусеницы имеют, можно сказать, полусборный вариант. Тоже очень удобно, занимает меньше времени сборка. Также у нас инструкция по окраске, и она предполагает вариант парадный. И, кстати, такие машины довольно часто ездят на парадах. И также военный вариант. И интересно, что этот вариант позволяет нам собрать ракетный комплекс Сирийской Арабской Республики. Декаль тут, кстати, довольно бедная. Тут только полосы и номерные знаки. Также у нас есть сеточка. А здесь у нас инструкция. Небольшая историческая справка на двух языках. И сборка довольно понятная. Давайте приступать. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ. И заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Также у меня есть дополнение. И оно представлено в виде вот такого элемента верхней части, сделанного из смолы. Здесь довольно ажурное литье. Ну, скорее всего, это фотополимерная печать. Также стандартные армовские решеточки. Антенна тоже вылитая на 3D принтере. Она имеет гораздо более ажурный вид. И обыкновенные антенны, которые представляют из себя основы и сами антенны, сделанные из металла, не знаю, латунь, наверное. И также люки, которые в открытом положении, тоже сделаны из смолы. И также у меня есть дополнение от Микродизайн, которое представляет из себя такие сеточки, места, по которым ходит экипаж, они выполнены с такой перфорацией. Соответственно, эти детали я поставлю на Тор. Давайте приступать к сборке. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Я решила начать сборку с ходовой части, это 17-й шаг. Но если вы хотите действовать по инструкции, то сначала мы собираем здесь надстройку. То есть вот можете посмотреть. Я люблю собирать сначала ходовую часть и на нее встроить все остальное. Видимо, просто так компактнее было составителям инструкции
скомпоновать эту книжечку-инструкцию. Начинаем с ходовой части. Берем нижнюю часть, это деталь А1, и начну со подсборочки 17А. То есть смотрим рядышком 17А. Нам нужно собрать две таких детали, которые состоят из... Это звездочка ведущая, которая состоит из двух деталей D24 и D23. Берем рамочку D. Тут написано, что это рамочка D. Вот здесь. Ищем деталь под номером 23 и 24. И с помощью бокорезов отделяем ее от рамочки. И соединяем эти две звездочки. Тут все довольно просто. Видите, круглая деталь имеет небольшой выступ в верхней части. И, соответственно, ответная часть звездочки, она тоже имеет паз, тоже такой небольшой, в верхней части. Так что внутреннюю часть мы смазываем клеем и сопоставляем эти две звездочки. Оп. Никаких зазоров у нас не должно остаться. И теперь эти звездочки мы можем поставить на нашу основу, нижнюю часть нашего комплекса. Так, здесь эта звездочка вставляется вот в этот круглый паз. И обратите внимание, что также мы приклеиваем внутренней поверхностью. И здесь тоже есть такой паз, который нужно сопоставить. И тоже у нас не должно получиться никаких зазоров. Смазываем этот паз и внутреннюю поверхность детали. Хотя, наверное, лучше было внешнюю. Эти две звездочки установлены. За кадром я собрала две половинки катков. И теперь их буду устанавливать на свое место. Клеем смазываю место соединения. Это вот эти штырьки. Так. И ставлю каток. Он у меня, конечно, немножко пыльный. Но самое главное, что перед покраской я обязательно вымою модель в мыльной воде. И также хорошенько прополоскаю от мыла. И тем самым уберу всю эту пыль. И в процессе окраски мне должен получиться идеальный результат. А ленивец я пока приклеивать не буду, просто поставлю его на свое место. И он даже тут держится с натягом. Так что в процессе установки гусениц я смогу отрегулировать натяжение с помощью этого катка. Теперь я перехожу к сборке верхней части корпуса. И, соответственно, она состоит из 4 частей. Эти детали я нашла и обработала. Теперь перехожу к установке. Сначала примеряем. Тут, видите, есть такие уступы. И мы как бы этими уступами должны сопоставить эти уступы между собой. Должна получиться такая внутренняя одна общая линия. И теперь я соединяю две половинки корпуса. Можно сказать, что мы как бы задвигаем. Я собрала каркас боевого модуля, и теперь я буду устанавливать на него элементы обшивки, а также оборудование. Начнем вот с этого элемента. Дверкой ориентируем вверх, как здесь. Видите, есть такие два прямоугольных отверстия, и мы должны попасть соответствующими пазами в них. Угу. Так, используем клей. Так, эта деталь установлена. И с другой стороны делаем то же самое. И перехожу к установке верхней части. И тут сходу так не поймешь, как правильно сориентировать, но нам подскажет вот эти два отверстия и, соответственно, две выпирающие части сопоставляем. И практически финальные штрихи я установлю радар на свое место. Это нам вот эта вот часть, она, кстати, подвижна. И ответная часть соединяем. Ну а теперь я установлю башню, точнее боевой модуль, на платформу. И тут все довольно просто. Надо вот этими штырьками попасть вот в эти выемки. И провернуть. Попали? Все. Готово.
Боевая машина готова, и теперь ее ждет окраска. И после сборки я загрунтовала машину, и я сделала это при помощи аэрозольного грунта. А поскольку я это делала много раз в своих каждых работах, я особо на этом останавливаться не буду. Также я предварительно поставила фототравленные детали. Это такие рифленые детали сверху корпуса машины, а также сетки мотора трансмиссионного отделения. Я буду красить машину в сложный трехцветный камуфляж, и для этого я вначале нанесу первый слой камуфляжа. Это песочный цвет, и он таки довольно распространен у машин российского производства. И теперь при помощи специального средства для нанесения камуфляжа от фирмы Machete, которая мне, кстати, полюбилась в последнее время, я буду маскировать песочный цвет для последующих слоев. Следующий слой краски будет черный, и черные пятна, как правило, располагаются рядом с желтыми пятнами камуфляжа. И поэтому я просто обведу камуфляжную эластичную ленту черным цветом. И тут я использую краски от фирмы Machete. После черного оттенка я нанесла второй слой маски. И теперь окрашиваю Тор в базовый зеленый цвет. Это классический цвет для российских боевых машин. И я сделаю его из двух цветов от фирмы Machete. Это 4BO, и я добавлю в него немножко черного, и таким образом у меня получается вполне адекватный темно-зеленый оттенок, который мне, собственно, и нужен. И теперь осталось только убрать защитную маску. И это делается довольно-таки легко. Это такая как бы не липучая жвачка. Иногда просто приходится подцепить маленькие кусочки этой маски большим куском, и она отлично отходит. Поэтому эту маску можно использовать и повторно. Эта субстанция мне даже больше напоминает лизуна. И, конечно, немножко где-то надо будет подправить модель. Например, вот это место у лестницы на корме машины. И у меня также были проблемы после удаления маски, но потом я все приклеила. И, в принципе, камуфляж нанесен. Я его чуть-чуть немножко где-то подкорректировала в процессе работы. И теперь мне осталось сделать ручные работы над Тором. И хочется сделать небольшое отступление по поводу этой маски, которую я пробую впервые на этой модели. Маску нужно стараться не оставлять надолго на модели, особенно в жару, так как она обладает текучестью и заполняет собой все трещины и полости, и ее будет довольно сложно убрать в этих местах, например, из-под решеточного пространства. А чем выше температура, тем мягче и текучее становится маска, но при этом она по-прежнему легко удаляется с модели. Так что, в принципе, она мне очень понравилась. И теперь мне нужно окрасить брызговики, которые идут над гусеницей. Делать я это буду при помощи кисти и черной краски от ICM оттенка черная резина. И таким же оттенком я покрашу катки у машины. И все-таки это довольно сложный процесс. А в своей жизни я Тор видела 2 раза вживую. И первый раз был на репетиции Парада Победы в 2021 году. И по этому поводу у меня есть специальное видео на канале Даша Техник с обзором техники, показанной на этом параде. И до всем известных событий это был один из самых больших парадов Победы. Там были как раз эти машины Тор в большом количестве, гусеничные, все как полагается. Но вблизи мне не удалось разглядеть эти машины. А другую машину Тор я встретила на выставке форума «Армия-2023», то бишь ровно год назад. И действительно, это большая машина. И у меня на канале Даша Техник есть специальное видео про средства ПВО, показанные на выставке, и, конечно же, там есть рассказ о Торе. Так что рекомендую туда заглянуть. А вообще машина внушает какой-то, может быть, даже трепет, поскольку она очень огромная. Но заодно, с другой стороны, это тоже очень хорошая мишень для беспилотных летательных аппаратов. И настало время приема смывки и масляных точек. И на этой модели я объединю 2 этих метода, и мне очень нравится совместный эффект применения этих методов. То есть, как я использую масляную краску и как смывку, а где-то на больших поверхностях я ее использую как масляные точки. И делаю, по сути, базовый фильтр краски, что ли. То есть чуть-чуть делаю ее темнее или, наоборот, высветляю в зависимости от того, какой цвет масляной краски я использую. Обратите внимание, что я добавила 3D-печатную антенну, и она более ажурная получилась, нежели из коробки, потому что из коробки не видно промежутков между ребрами, а на этих кадрах вы видите уже прием масляной точки. То есть я наношу несколько точек, растушевываю их вертикально, и получаются как бы такие потеки, то есть следы дождя. Вообще потеки атмосферных осадков или тумана довольно-таки интересный прием, так что я очень рекомендую вам попробовать. После того, как смывка или масляные точки одновременно у меня высохли, настало время сухой кисти. И я намешала мне нужный оттенок на палитре. И вы можете обратить внимание, что у меня оттенок получился такой немножко серо-черный или белый, какой-то такой.
И широкой кистью я прохожусь по модели и высветляю верхние грани и выступающие участки рельефа. И модель у меня получается более объемной. Это я делаю как на башне, так и на корпусе боевой машины. То есть я просто макаю кисть в краску и вытираю об тряпочку практически насухо, чтобы кисть практически не оставляла никакого следа на моей тряпке. И вот такой кистью я прохожусь уже по самой модели. И особое внимание я обращаю на фототравленные решетки, чтобы они еще больше сыграли объемом. И таким же методом, но уже металлической краской Атомо, я пройдусь по гребням траков, то есть чтобы они у меня стали металлическими. Потому что любая гусеничная машина, которая проедет по асфальту, она стирает краску и обнажает голый металл, что, собственно, я на этих кадрах и буду имитировать. И поверх уже этого я пройдусь пылью, потому что машина у нас ездит по полям. И это отлично дополнит образ боевой машины. И вот такой комплекс у меня получился. Его даже можно поставить в боевое положение. Все тут движется. И надеюсь, это видео вам понравилось. Вы получили много интересной информации. До новых встреч. Пока-пока.